Ну что, вот выдалась минутка, и наконец-то сделаю для вас новое видео. Какая красота, да? Как будто мы вовсе не в Панаме, как будто Пик строит свои точеные дома, абсолютно однотипные. Вот, сегодня поговорим с вами о парках, зонах отдыха и детях, в принципе. Да, как проходит жизнь с маленькими детьми в Панаме. Соответственно, тема очень сильно взаимосвязана с парками, потому что с маленьким ребенком дома долго не просидишь. Вот, поэтому сегодня немножечко вам расскажу, покажу, как выглядят местные парки, в целом, насколько получается гулять с детьми. Потому что в данном конкретном случае вы видите, что никаких навесов нет. Вот, то есть сейчас солнце встанет, ультрафиолет будет сжечь. Ну, как вы можете заметить, и людей здесь, в принципе, тоже нет. Вот. Что ж, давайте с вами начнем с приятного. Что, в принципе, в Панаме парки есть. Они здесь есть абсолютно разные. Но плохая новость заключается в том, что если вы приехали откуда-нибудь из Московии, где минимальный размер парка – это стадион, то здесь парком считается любая лавочка с любым маленьким прудиком перед ней. Причем маленьким, вот, ну даже не прудиком, а, наверное, фонтанчиком. То есть вот это вот еще достаточно крупный парк, по которому я сейчас иду. А в целом панамцы называют парком любую, хоть сколько-то облагороженную территорию. Вот. Любая детская горка, которая стоит одиноко в каком-нибудь поле, тоже будет называться парк инфантиль. Вот, поэтому чаще всего для того, чтобы нормально погулять с ребенком, вам потребуется куда-нибудь выбираться. Если вы живете в городе, то тут вам, конечно, повезло, и у вас в распоряжении есть, ну, как минимум, наверное, 3 парка, в которых вы можете погулять с детьми. Это основной парк Панамы Амар, затем парк Урака, он на порядок меньше, но, тем не менее, свою функцию выполняет. То есть его достаточно, там есть детские горки, площадки, даже площадка для выгула собак и так далее. И третий парк находится в Коста-дель-Эсте. Парком это назвать тяжело. Это, скорее всего, просто зеленая квадратная территория, потому что там ровно одна дорожка, которая идет вокруг этого парка. И все. Там посредине находится какое-то спортивное поле. Вот, там нет ни одной детской горки. То есть это чисто, если вот у вас коляска, с коляской вжух, кружочек другой там навернуть, вот это вот все. Однако этот парк на самом деле достаточно прекрасен и отвратителен тем, что там есть 2 пруда достаточно больших, и в нем живут наикрасивейшие утки. Почему это отвратительно? Отвратительно это потому, что, ну, во-первых, дорожки там всегда засраны, вот, но это можно пережить, в принципе, вы легко это все обойдете, и, ну, засрано только около пруда. Но второй минус – это то, что я подозреваю, что там не проводится фумигация для того, чтобы не затравить этих уток. Поэтому ситуация такова, что вы приезжаете в этот парк, и если вы приезжаете туда в сезон дождей, какой-нибудь пасмурный день, а еще лучше после дождя, то, скорее всего, вы обнаружите там просто тучи комаров, которые будут вас жрать. Вот, мы один раз так попали, приехали с ребенком, ну, ребенку было уже 2 года, но тем не менее вот это облако комаров нас облепило, ребенка искусали, нас тоже. Вот, очень нам не понравилось все это дело. Так что имейте это в виду. Поэтому тот хваленый район Коста-дель-Эсте, где стоят высокие красивые небоскребы, дорогущие апартаменты, вот это вот все, он парком похвастаться не может. То есть там, я говорю, зеленый газон, по которому максимум вот там кружочек навернуть. Ну, или с собакой походить, если у вас собака есть. Затем давайте обсудим, какие парки есть за пределами Панама-Сити. Потому что, как выяснилось, за пределами они тоже есть. Я тут, соответственно, покатался специально для вас
погулял, посмотрел. Вот, во-первых, есть парк Саммит. Это потрясающий парк, это не ирония, но он платный. Соответственно, для нерезидентов там, по-моему, $5, для резидентов что-то типа 2. Вот. За вход. В этом парке огромное количество детских площадок. В этом парке находится мини-зоопарк. Собственно, почему он и платный, потому что денежка собирается на то, чтобы не только поддерживать там газон, но и подкармливать всех тех животных, которые там есть. То есть там ребенок может посмотреть на попугайчиков, на обезьян, вот, еще на какую-то живность. Потому что там разные всякие маленькие кошки, вот эти вот полосатые, там, я не знаю их названия, извините. Вот. Так что такой очень хороший парк. Где-то 20 минут, наверное, езды от города. Вот, там можно хорошо с ребенком погулять. Минус этого парка какой? Ровно такой же, как и у всех парков, то, что в нем достаточно мало тени. То есть, да, там есть деревья, но дорожки все в основном находятся под солнцем, они открытые. Вот, поэтому вы гуляете, если приезжаете туда днем, соответственно, особо там делать нечего. Вы можете, конечно, завалиться в беседку шашлычную, там, где стоят мангалы. Вот, можно, соответственно, мяско там поделать, пожарить. Ну, я не думаю, что ваш маленький ребенок будет сильно в восторге сидеть просто под крышей. Скорее всего, он будет куда-нибудь убегать. Вот, тем более, что из этой же беседки будет видно огромное количество детских горок, которые стоят на солнце. Вот, то есть, ну, по панамским меркам все это дело рассчитано на вечер, что вы вечером приезжаете, вечером это где-то после 4, вот, когда солнышко уже не жжет, вот, спокойно выпускаете ребенка, и он там хоть до ночи бесится. Поэтому, если у вас ваш режим дня позволяет вам такое, то почему бы и нет. Тогда любая, в принципе, площадка, любой парк в Панаме вам подойдет. Так, на чем мы с вами остановились? Мы остановились с вами на парке Саммит, да, который находится в 20 минутах от города. В целом, это стоящее мероприятие, поэтому рекомендую. В одном из видео я уже рассказывал о том, что там в зоопарке еще сидит и орел Гарпия, один из символов Панамы. Поэтому очень крутое мероприятие, советую, вам понравится. Затем, какие у нас еще парки находятся за городом? За городом у нас находится еще несколько парков, которые располагаются рядом с Панамским каналом. Там есть такая территория, которая называется Ciudad de Saber, это город знаний. Вот, там есть парк Лос-Лагос, озера так называемые. Вот, и парк, честно, вылетел с головы название, но они находятся буквально там в 1 километре друг от друга, поэтому вы не промахнетесь. Даже если вы припаркуетесь у Лос-Лагос, вы сможете дойти до второго парка пешком. Вот. Ну или по карте уже там посмотреть. Вот, соответственно, который озера парк, там он такой больше для взрослых детей. То есть, да, там есть 2 небольших красивых озера. Утки, соответственно, там уже отсутствуют. Трава там постриженная, деревья красивые. Потому что это все такая, типа, территория, которая раньше была американской. Вот. Ну, это пристройки, которые были административными зданиями, поддерживающими функционал Панамского канала. Вот, сейчас там располагаются различные компании, это офисные здания. Вот, в целом Ciudad de Saber это, ну, не знаю, насколько корректно будет сравнивать, место Сколково. Вот, то есть там такие корпусы красивые стоят, и внутри различные иностранные компании находятся. Вот, возвращаясь к парку, соответственно, Лос-Лагос озера, немножко там деревьев, то есть там тоже большая часть все равно будет открыта. И все это рассчитано на газончик, что вы пришли, пледик постелили, корзиночка, вот, пикничок, вот это вот все. Там фрисби побросать, опять же, с собакой побегать, вот такой парк. Вот. Тоже, так как зелени не так много, именно деревьев, поэтому рекомендацион только после 4 туда соваться. Вот. Ну, либо очень рано, если вам прям не втерпешь, потому что там, по-моему, нет пропускных этих самых пунктов, там можно в любое время туда завалиться и, соответственно, погулять. Второй парк, который там же находится рядом, и название которого я не помню, но я обязательно вам дам сноску, чтобы уж прям не ударять в грязь лицом. Он гораздо крупнее, там находится огромное количество спортивных всяких площадок, назовем это так, да, просто там есть еще и бассейн, не знаю, как это одним словом назвать. Вот, там есть футбольные какие-то поля, соответственно, баскетбольные.
И между всем этим делом аккуратно постриженный газон, накатанные асфальтовые хорошие дорожки. Опять же, погулять с коляской, добро пожаловать. Парк достаточно крупный, по размеру он, в принципе, может, наверное, тягаться с Амаром. Вот. Ну, крупнее Амара, наверное, только парк Метрополитана. Метрополитан — это практически, ну, не прям дикие джунгли, ну, соответственно, там никаких дорожек нет, там с коляской вы никак не проедете. Поэтому любители походов, хайкинга, вот это вот все, если у вас есть кенгуру и вы сажаете ребенка и готовы там 5-10 километров подниматься вверх, вот, на красивую смотровую площадку, то можете в Метрополитан сходить. Вот, лично я там еще не был, пока ждем, пока ребенок подрастет, чтобы не тащить его на себе туда, на гору. Вот, соответственно, в этом втором парке, как я уже сказал, да, коляски туда-сюда, дорожки хорошие, но самое главное, что там есть детская площадка, достаточно хорошая. То есть там достаточно хорошая детская площадка, там много разных качелей, несколько горок, столики. И все это дело, слава богу, находится под высокими деревьями. То есть там или оставили, или высадили, не знаю, как там все у них произошло. Но, тем не менее, все это свелось к тому, что они организовали нормальную зону детскую. То есть получается, что в теории вы можете в любое время туда приехать и вот на этой детской площадке потусоваться. Потому что она практически всегда в тени за счет высоких деревьев. Ох, на самом деле, на этом список парков, наверное, практически заканчивается. Потому что остальные парки, там буквально парочку я вам еще назову, они, ну, очень маленькие на самом деле. То есть там мы говорим даже не про футбольный стадион, а где-то, наверное, про четверть футбольного стадиона или 1/5. Вот, то есть все-таки там прям, ну, такие, знаете, квадрат 100 на 100 метров, наверное, с дорожкой тоже. Вот, один парк располагается в районе Пунта Пайтия, там, где я снимал предыдущее видео про Панамский канал. Вот там прям вышагиваю бодро и гордо по этому парку. Он достаточно небольшой, но очень красивый. Там очень большой набор детских горок и вот этого всего добра. Но при этом надо понимать, что они тоже все находятся практически на солнце. Вот. Там что спасает? Там спасает то, что это район небоскребов. И площадка находится достаточное количество времени в тени. То есть, если вы туда приезжаете с утра, то часов до 10, может даже до 11, ну нет, наверное, до 10. Да, площадка будет в тени за счет того, что ее закрывает высокий небоскреб. Вот. Дальше, соответственно, точно так же вечером, но там, соответственно, это очень густонаселенный жилой район, и в этом маленьком парке тусуются, наверное, все собачники с этого района. Вот. Так как в Панаме все-таки стараются людей приучать убирать за собаками, они в большинстве своем это делают, но знаете, как происходит, кто-то это делает, кто-то не делает, а кто-то убирает собачьи подарки в пакеты специальные и оставляет этот пакет на траве. Поэтому, опять же, маленький ребенок, которого вы пускаете, может найти эти подарки и будет с ними играть. Ну, такое себе. Вот, люди отвратительные. Собачники, что вы делаете вообще? Следите за своими собаками. Вот, и второй парк, который хотел бы вам тоже порекомендовать, наверное, это парк Манго. Внезапно. То есть здесь он располагается ближе к набережной Амадор. Если вы поедете на набережную Амадор, то там будет тоже небольшой парк. Там есть секретные повороты, но в целом, если вы набьете, скажем так, в навигаторе парк Манго, он вас выведет. Вот. Очень небольшой. Там есть несколько, ну ладно, несколько. Одна, наверное, детская горка такая с качелями. Там есть какие-то тренажеры. Вот, даже есть беговая дорожка, такая, где там металлические палки, по которой вы шагаете, они крутятся у вас под ногами. Вот такая потрясающая. Такую надо ставить, конечно, на заднем дворе, чтобы не тратиться на вот эту, которая от электричества работает. Вот. И получается, что парк небольшой, тоже дорожка по периметру территории. Вот, беседка в центре парка есть несколько столиков в теньке. В целом достаточно много деревьев, что вызывает мое уважение. Потому что, да, я говорю, не знаю почему, те, кто был, например, в Испании, видели, что они у себя на каких-то улицах, ну даже на улицах, я бы сказал, и вот на набережных, они делают тканевые навесы для того, чтобы те прекрасные территории, набережные, все остальное,
которые они красиво отстроили, могли быть использованы не только утром и вечером, но еще и днем, когда солнце светит. Вот такие дела, ребят. Так что с маленьким ребенком в Панаме достаточно тяжко, хочу вам сказать. Потому что, да, все детские площадки, они на солнце. В целом днем достаточно душно. Вот. Погода вот такая вот потрясающая каждый день, но воспользоваться вы ей можете только утром и вечером. Днем пекло, жарко. Вот. В тени отлично, но где вы эту тень здесь найдете? В Панаме тени очень мало, очень жадные панамцы в плане тени, не знаю почему. Вот. Я считаю, что вот эти вот потрясающие тканевые навесы, если бы они сделали его над двумя своими набережными, да даже над одной, на Амадоре, в принципе. Нет, но на Амадоре та часть, которая идет к порту, где стоят лодки, да, там тоже нужны навесы, конечно. Вот, но тем не менее, вот, в вечернее время добро пожаловать, все супер-пупер. Днем такие дела, ищите детские какие-то закрытые площадки под крышами. Здесь их тоже в достаточном количестве, где есть просто какие-то и горки с шариками, с детскими есть, и закрытые площадки, где просто будут навалены игрушки и так далее и тому подобное. То есть в дневное время, если ребенок разносит вашу съемную квартиру, добро пожаловать в детские центры. Вот, все, ребят, постараюсь так надолго больше не пропадать, еще увидимся. Подписывайтесь, ставьте лайки и хорошего дня!